Всем привет, друзья, с вами канал Топи, и я решил записать вот такой небольшой видосик для вас, чтобы кое-что рассказать. Во-первых, мы возвращаемся на YouTube. Наконец-то, друзья, моя рука практически зажила. Она работает так же, как и правая, я могу ею шевелить и делать, в принципе, все то же самое, что мог и раньше, но она все-таки немного болит. Вот здесь вот у меня был перелом, и место перелома побаливает. Как только сойдет снег, хотя бы немножко подрастает, потому что в Москве его выпало в этом году очень много, мы отправимся на съемки. Это будут заброшки, это будут кладбища, все по старинке, по стандарту. Куда мы пропали? Во-первых, я сломал руку. Об этом знают все наши зрители. Я ее действительно сломал. Это можно посмотреть вот в этом ролике. И все это время я лечился, приходил в себя, и скоро мы продолжим заниматься тем же самым, что и делали раньше. Я записываю это видео для того, чтобы вам сообщить, что мы не закрываем канал, мы продолжим снимать видосы. И спасибо вам всем огромное за поддержку, друзья. Если бы не вы, я не знаю, что бы я делал. Только ваша мотивация дала мне силы восстановиться. Что бы я хотел отметить в этом видеоролике? Первое. Что же случилось с собакой? Второе. Мой перелом руки. Начнем с собаки. Забегая вперед, скажу, собака жива и здорова, с ней все в порядке. Также в этом ролике вы можете почитать комментарии, я комментарии не удалял, можете почитать, что пишут люди, которые или не понимают, что происходит, или они невнимательно смотрят. Они задают такие провокационно глупые вопросы, что я просто уже в истерике смеюсь, ребята. Смотрите, многие пишут, я скажу так одной фразой, одним словом обобщу. Многие пишут, зачем вы закрыли собаку, она там погибнет. Срочно откройте собаку, живодеры. Зачем вы ее там закрыли? Ребят, вот кто пишет такие комментарии, если вы сейчас смотрите этот видеоролик, просто вот послушайте меня. Это не оправдание, это просто я пытаюсь вам объяснить, что мы не живодеры, мы любим животных. И то, что мы закрыли дверь в подвал, это ничего не значит. Почему? Во-первых, просто представьте ситуацию. Вы приходите в заброшенную усадьбу, которая охраняется, ребят. Она охраняется. И охранник открывает дверь. Он открывает дверь, на которой висит замок. И впускает вас. И говорит, как только отснимете видеоролик, позвоните, мы придем и вас выпустим. Друзья, больше входов и выходов в этой усадьбе нет. Их просто нет. То, что мы прикрыли дверь в подвал, это не значит, что собака заходила в усадьбу через дверь. Она же не человек. Как она откроет дверь? Правильно? Правильно. С нами она не заходила в усадьбу. Она все время была в подвале. А как она там была? Да потому что у собак свой вход с улицы в подвал. Вы понимаете, там пробита дыра, или там отдельный вход, мы не проверяли, но они сами заходят и выходят из этого подвала. Даже если бы мы оставили открытым дверь, и собака бы поднялась в усадьбу, она бы просто не смогла из нее выйти. Понимаете? Вы спросите, а почему? Да потому что дверь закрыта на замок. И там нету больше ни одного выхода и входа, кроме главного. Она бы не вышла. Или, по-вашему, собака могла бы каким-то волшебным образом пройти сквозь стену? Но это глупости, ребят. У собак свой вход и выход через подвал. Они даже не поднимаются в усадьбу. И, пожалуйста, больше не пишите такие глупые комментарии. Собака жива, и с ней все в порядке. И она там не одна, их там 5 собак. И охрана рядом находится. И это их собака. И даже если бы они пропажу бы обнаружили, что собаки нет, они бы пошли ее искать. Потому что эта собака с ними уже много лет. Все, тема про собак закрыта раз и навсегда.
Второе. Многие пишут: какую же ты сотворил крутую постанову со своим переломом руки. Да дай бог, чтобы вы не ломали так себе руки или ноги. Кто-то даже не кто-то, а многие написали, ребят, знаете что? Сразу видно, что постанова. Говоришь в ролике, что сломал левую, а на фотографиях правая. Кого ты пытаешься обмануть? Хотите прикол, ребят? Как вы думаете, а почему так? Почему у меня сломана левая рука, а я показываю, что сломана правая? Сейчас, ребят, я покажу вам магию. Смотрите, мы берем телефон, обычный телефон, на который, в принципе, я фотографировался в больнице. Заходим в камеру и переводим на фронтальную камеру. И я делаю селфи. Смотрите, я поднимаю левую руку и делаю селфи. То есть, вот смотрите, сфотографирована левая рука. А вот это магия, да? Это ведь магия. Как это? Смотрите, на фотке правая, а здесь левая. Ребят, господи, мы живем в 21 веке, но неужели вы не знаете, что камера, селфи-камера, она зеркалит? Вы понимаете, что такое зеркало? Я обращаюсь к тем людям, кто пишет такие комментарии, естественно. Как вы не понимаете, что это зеркальная фотография? Ну и тем более, я не знаю, у меня татуировки. Эта рука забита, это немножко. Но люди даже не замечают этого. То есть, по их мнению, я еще переношу с правой руки на левую татуировки, а с левой на правую. Как это понять? Я действительно сломал руку. Кто-то писал: вообще-то, когда делают рентген, снимают все украшения. Вот, то есть, человек сказал, это фотошоп, или он сказал, это рентген вообще другого человека. Смотрите, это кулон, мой кулон, древо жизни, который как раз-таки на этом снимке. В тот момент, когда меня Дима привез в больницу, там у меня были дикие боли, и никто не разбирался, и было некогда что-то снимать. Мне взяли и сделали рентген с этим переломом. У меня есть куча доказательств, что рука моя поломана. Кто-то писал: блин, как она у тебя может быть поломана, если у тебя даже тут швов нет? Они есть. Они уже не видны, вот они. 1, 2, 3. И вот здесь. 1, 2, вот он шрам. Там вставлена титановая спица через эти маленькие дырочки. Вот так и вот так 2 болта. О чем вы говорите? Блин, как можно такое писать? Да дай бог, чтобы у вас такого никогда не случилось. Чтобы вы не лежали полгода, с мыслями о том, как же мне жить, потому что я ничего не могу делать. Вот. Я выговорился. Спасибо, что выслушали, скажем так. Что бы хотелось сказать еще? Вы сейчас начнете писать: да что ты обращаешь на них внимание? Зачем, Сереж? Ты только зря загоняешься. Я вообще не загоняюсь, друзья. Мне смешно. Мне просто смешно, и мне хочется, чтобы люди были умнее, чтобы они были внимательнее. Потому что, это абсурд. Это просто абсурд. Это вообще, у меня просто нет слов. Также хочу выразить просто огромнейшую благодарность всем, кто поддерживал. Ребят, у вас просто огромная армия, кто поддерживает, кто ждет новые видосы. Они обязательно будут, друзья. Это 100%. Я сам уже с нетерпением этого жду. Поэтому просто немножко подождите.
Мы очень скучаем. Настя также будет принимать участие в роликах. Возможно, не во всех, но она будет принимать участие в роликах, потому что мы остались с ней в дружеских отношениях. То есть мы не разругались, как кошка с собакой. Мы дружим. Все нормально. И да, напомню еще раз. Мы расстались 10 месяцев назад. Скоро будет год. Но мы остались друзьями. Поэтому роликом быть. В планах очень много всего. В планах разные города. И, конечно же, московские заброшки и кладбища. Также как-то со мной решил поспорить один человек. В комментариях, кстати, там есть этот комментарий. Что ни в каком телеграм-канале я не выкладывал видео как раз таки из больницы. Там у нас в телеграм-канале вы можете найти и фотографии из больницы, и видео из больницы, и кружочки из больницы. Я это даже в ролике показал. Но люди не верят, что я там лежал, вы представляете? Поэтому, друзья, чтобы не пропускать что-то важное, чтобы следить вообще, что у нас происходит, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка будет в описании к ролику, а также в закрепленном комментарии. Мы вас там всех ждем. Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей. Это очень просто. А сейчас, ребят, вы увидите небольшой кусочек тишины, который я разобрал, опять же, с этой усадьбы. Я подумал, что нужно что-то вставить сюда, чтобы вы не просто посмотрели мой диалог, а также послушали то, что не вошло в главный ролик. Сейчас вы увидите инструментальную транскоммуникацию, как мы ее называем, 5 минут тишины. Что такое инструментальная транскоммуникация? Это феномен электронного голоса. То есть каждый из вас может записать тишину, обработать звук, убрать шумы. Вы можете усилить звук, погасить какие-то частоты и сами услышать, какие же послания придут к вам. Это феномен, друзья. Но в этом феномене можно услышать голоса. И этим мы занимаемся. Мы изучаем этот феномен, и нам он очень интересен.
Всем спасибо, друзья. Спасибо, что выслушали меня, что посмотрели данный видеоролик. Ждите новые видосы. Мы скоро вернемся. С новыми силами, с новыми руками. И начнем дальше покорять YouTube. А до 100 тысяч у нас осталось совсем чуть-чуть. Поэтому ваша поддержка для нас сейчас очень важна. Всем спасибо, друзья. И до новых встреч. Почаще улыбайтесь, и все будет отлично.